Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Меня уже несколько человек, ну как минимум 5-6 человек просили снять обзор на мою вот эту сушилку, друзья. Это моя домашняя сушилка, то есть ту, которую я использую, так скажем, в холодное время года, да. Потому что у меня есть сушилка одна на улице, а эту я использую тогда, когда сушить на улице почти невозможно. Значит, друзья, сейчас я быстро сделаю такой обзор на эту сушилку. Я думаю, у нас это займет немного времени. А потом мы с вами пойдем, друзья. Вот бонусом к этому видео будет что? Посмотрите сюда. Вы помните мое последнее или предпоследнее видео? Я точно не помню. Видео было про провесную селедку. Так у меня там висели 4 рыбки. 4 сельди у меня висели и подсушивались. Значит, 2 мы из них с вами уже попробовали. Это была провесная селедка. А 2 я оставил и сказал, что они там у нас пусть еще повисят. И посмотрим результат, какой будет результат, что из них выйдет. И вот опять-таки, многие мне уже написали, что покажи, что с этими селедками стало. Ребята, вот было 2 селедки. Честно говоря, одну я не выдержал. И вот в ходе этого процесса я одну съел. Осталась одна. Но она у меня хорошенько здесь просушилась. Она уже 2 суток вот так висит и активно сушится в этой сушилке под вентиляторами. И еще бонусом мы сегодня с вами, друзья, попробуем. Посмотрите. У меня здесь десяток вобл. Хорошая наша вобла каспийская. Я ее тоже не помню сколько дней назад посолил. И вот она тоже уже у меня сушится 2 суток. Сейчас, друзья, вот эту всю красоту, всю эту рыбку мы снимем. И пойдем ее с вами распробовать. Посмотрим, что из этого вышло. Оценим качество. Это главный герой сегодня, друзья, заломчик. Посмотрите, как он подсушился красиво. А? Вот он, красавчик. Ну и воблешка наша. Все, сушилка пустая, как легче будет делать обзор. Друзья, что она из себя представляет? Посмотрите на нее. Это кухонный шкаф. Это мой старый кухонный шкаф. Я его снял. Значит, здесь сделал смотровое окошко такое, чтобы рыбку можно было видеть. Здесь такая сплошная была дверь, да, закрытая, глухая. Я, значит, смотровое окошко сделал. Установил 2 вот таких засовчика, чтобы плотно закрывать дверь. Внутри перекладины такие. Ну, 6 штук можно повесить. Крючочки. Зеркало сделал, просто, честно говоря, для красоты. И чтобы рыбы казалось, что у нас больше. Так. И основное, что я сделал, что я переделал в этом кухонном шкафу. Вот обратите внимание. В первую очередь я убрал дно. Здесь было дно такое сплошное, глухое дно. Вместо дна, значит, я убрал дно, поставил вот такую вот сеточку. Она у нас сейчас грязная, только рыбку сняли, да? Вот такая сеточка. Это для чего? Чтобы мухи и вообще какие бы то ни было насекомые, чтобы сюда не проникали. Значит, вставляем сеточку. Вот так. Еще есть, друзья, верхняя сетка. Посмотрите. Она стоит над вентиляторами. Сейчас я вам покажу вентиляторы сначала. Значит, верхняя вот крышка была этого шкафа. Я врезал сюда 4 вытяжных вентилятора. Вот те, которые используются в ванных комнатах для вытяжки. Вот такие 4 вентилятора врезал сюда. Обшил вот так по краям реечками. Это для чего? Чтобы вот эта верхняя сетка, чтобы сюда беспрепятственно, как говорится, вставлялась. А верхняя сетка для чего нужна? Она тоже здесь обязательно. Потому что если не будет сетки, все эти насекомые, мухи самими же вентиляторами будут просто затягиваться внутрь. Поэтому верхняя сетка обязательно. Вот так она вставляется сюда, друзья. Смотрите. Раз. И здесь такой крючочек зафиксировали. Все, плотненько село. То есть здесь гарантия того, что
Ни одна муха, там, не знаю, комар, еще кто может еще покуситься на нашу рыбу, я не знаю. Ну, больше всего мухи, да, самые опасные. То есть они сюда гарантированно никак не могут проникнуть. Защита в виде сетки сверху, защита в виде сетки снизу. Ну и здесь глухая дверь, да, то есть понятно, через дверь уже никто не проникнет. Вот так. Значит, я сделал... Его поднял, этот шкаф, установил 4 ножки вот такие, чтобы было такое расстояние, сантиметров, наверное, 25 над полом, чтобы воздух беспрепятственно, вот он отсюда, струя воздуха, потоки воздуха сверху идут вниз, и чтобы воздух беспрепятственно, как говорится, покидал вот эту вот самую сушильную камеру. То есть... Фактически это как что-то вроде аэродинамической трубы, просто она здесь у нас вертикально установлена, не горизонтально, как вот для самолетов, да, а здесь она у нас вертикально установлена, и вот так потоки воздуха идут сверху вниз. Рыбку они вот так обтекают, тоже вертикально, кстати, это тоже очень полезно, как бы со всех сторон рыба обдувается. И, соответственно, и вода, вот этот, значит, жир, влага какая-то лишняя, она капает вниз. И через эту сетку вот обыкновенный поднос такой. Он тоже у меня сейчас, конечно, грязный после рыбки. Вот как, ребят. Капает это все сюда, чтобы пол не пачкать. И вот такая вот простейшая система. Ну, здесь у меня стоит выключатель, значит, для вентилятора. Вот они все 4 включаются одновременно. И, соответственно, для освещения. Вот так включаем и выключаем. Включаем, выключаем. И еще здесь сбоку, друзья, посмотрите, я установил такой приборчик, я его заказал, я уже не помню, с Алиэкспресс или еще откуда-то. Значит, здесь у нас что? Он показывает температуру помещения, и здесь у него вот такой щуп, он выводится на улицу. Он показывает температуру внешнюю, то есть что у нас творится на улице. Также здесь есть часики небольшие. И гигрометр стоит. Гигрометр, он показывает нам влажность в помещении. Все, друзья, такой вот коротенький обзорчик. Просто действительно несколько человек просили показать обзор. И вот вам, пожалуйста, обзор на мою сушилку. А теперь пошли пробовать нашу рыбку, друзья. Вот, все здесь, друзья. 10 бобл и 1 селедка. 11 друзей Оушена. Помните, такой фильм был? В общем, все 11 рыбок здесь. Футбольная команда. Так, я решил никакую картошку не варить, потому что эта рыба у нас уже сушеная, она уже не подсушенная, не провесная, а это уже сушеная рыба. То есть она у нас идет прямо под пиво, друзья. Вот у меня есть пивко, у меня есть кружка. Сейчас будем с вами сидеть, пробовать рыбку и запивать пивом. Единственное, в чем я не могу себе отказать, друзья, это, конечно же, нохут, нут. Без него... Пивное застолье какое-то неполное получается, неполноценное. По крайней мере у нас в Баку. Вот нохудик. Друзья, еще вот одна вещь, вот бакинцы, бывшие бакинцы знают. Наш известный бакинский хлеб, кто помнит, друзья? Как мы его называли? Круглый, просто круглый говорили. Сейчас чуть по-другому называют, сейчас говорят заводчерей, то есть заводской хлеб. Ну а так вот в Баку раньше называли круглый. Кто этот вкус знает, кто помнит, не дадут соврать, насколько этот хлеб необычный и очень вкусный. Все, сажусь. Что-то я заболтался. Так, ну что, посмотрите вот на залом, то есть на сель нашу, масло капает. Уникальная рыба, да? Значит, если кто помнит, как он выглядел, когда был просто провесным, то есть подсушенным, он уже изменился. Посмотрите, кожица немножко уже съежилась. А сейчас посмотрим, что у нас получилось и какова разница вот между тем и этим. Чуть-чуть я его почистил, чтобы на камеру было красивее, друзья. То есть он у нас уже почти без внутренности будет сейчас. Нет, он явно стал суше. Явно.
Да, да, посмотрите на цвет. Даже мясо цвет поменялся. Оно стало плотнее, чуть-чуть темнее стало. Нет, подсохло, подсохло. Он еще, конечно, не завялился, не посушился вот как положено, да, до конца. Но он уже намного более сушеный, чем в прошлом видео. Посмотрите, какой кусок. Какое мясо стало. Вот обратите внимание на цвет. Сплошной жир уже, сплошной жир. Посмотрите. Великолепная, просто великолепная рыба. Вот честное слово. Перехвалить невозможно, потому что дальше некуда уже. Супер. Сейчас возьму самый жирный кусок, вот этот в серединке. Значит, это можно срезать, там слишком много костей. Посмотрите сюда. Посмотрите, что это за рыба. Вот спинка. Это сплошной кусок жира. Великолепно. И подкожный жир у него тоже очень-очень развит. А кто там пришел у нас в гости? А здесь наша Маня. Друзья, она опять стала мамой. Уже, наверное, 16-й раз. Не будем мешать, мамаша пусть питается. Короче, кусок просто сумасшедший. Знаете, она в таком состоянии, она и под картошку пойдет, как классическая селедка. И под пиво уже тоже пойдет. Я, как уже не хочу повторяться, решил не заморачиваться с картошкой, а сосредоточиться на рыбе. Пиво у нас сегодня. Чуть-чуть у нас горошка, но худ. И посмотрите, какой я чесночок взял, друзья. Свежий, только-только вышел. Просто прекрасный чеснок. Сейчас от меня вонять будет чесноком, селедкой, полный набор. Но ради вот этого, друзья, можно и повонять, не проблема. Так, открываем пиво. Друзья, ваше здоровье. Ой, как вкусно. Посмотрите, да, какая у меня закуска сегодня. Если чуть-чуть потрудиться, косточки удалить заранее, вообще получается просто супер. Так, ладно, с заломом закончили. Давайте перейдем на воблу. Ну, а воблу, друзья, у нас в бывшем Советском Союзе положено кушать на газете. Газеты у меня нету, но у меня есть вот такой вот плакат, очень похожий на газету. Давайте попробуем воблу. Так, я скажу, насколько она у меня просушилась. Она просушилась так, как я люблю. То есть все делают так, как они любят, да, естественно. Я не люблю, когда воблу высушивают прям вот до состояния, когда уже по столу стучат. Нет, она у меня не такая. Постучать можно, конечно, так, для прикола. Да, она у меня, влага в ней есть. Влага есть, мясо очень насыщенное, вкусное. В общем, посушил я ее так, как мне нравится. Не полностью высушил.
Все, весь мусор остается с головой и кожей. А здесь у нас уже только полезные вещи, друзья. А речь идет, друзья, вот об этой икорке. Посмотрите на эту икорку. На эту прекрасную икорку просто. Посмотрите, что здесь творится. Посмотрите, друзья. Икорка и пузырик. Ну, пузырик, это мы в детстве, как все делали, зажигалкой жались. Это я сейчас делать не буду. Так что пузырик в сторону. Вы только посмотрите на эту икорку. Просто посмотрите, друзья. Это что-то с чем-то. И делается, и поступать с этой икрой надо только вот так. Конечно, малость пересолено. Но это естественно. Вот так можно пленочку подчистить. Нет, подготовить сначала надо что? Пиво. В ход пошла уже вторая бутылка. Придется мне сегодня на даче остаться. Благо завтра у нас день нерабочий. Можно и остаться. А теперь, друзья, все внимание на этот нож. Посмотрите. Посмотрите, что здесь происходит. И поехали. Мне, наверное, самому смешно от моих грошей становится, друзья. Но это настолько вкусно, я не могу удержаться. Поехали дальше. Это раз. Это два. Хребет нам не нужен. Его, конечно же, мы. И вот здесь ребрышки, друзья. Это уже так, повозиться, как говорится. Сейчас хребетину уберем. И вот это вторая половина ребрышек. Теперь берем вот этот волшебный кусочек. Пол спинки, да, это пол спинки. Вот вдоль хребта спинка. Правая и левая. Вот это пол спинки. Он просто великолепен. Посмотрите, как он красивый. Здесь красноватый, здесь желтоватый из-за жира. Очень жирная. Вот это уже конкретно под пиво. Можно еще чуть-чуть подсушить. Еще, если под вентилятором, ну еще, наверное, сутки. Если так на улице, может еще пару суток. И она будет уже еще тверже. Ну, мне, честно говоря, так больше нравится. Вот она уже, у нее состояние хорошее. В ней влага все-таки в плоти еще присутствует. Но есть люди, которые действительно любят вот прям деревянную вобу. Да? Ну, кому как. Мне вот для меня это идеально. Просто супер. Так, что-то мне хлебушек тоже захотелось. И чесночок. И рыбку. Фантастика, просто фантастика. Друзья, сегодняшняя дегустация прошла на 5 с 3 плюсами. Сейчас уже сезон вяления, копчения.
Так что видео после этого будут все просто сумасшедшие. Смотрите, не пропускайте мои выпуски, друзья. Будьте здоровы. Удачи вам в работе и в любви, друзья. До свидания.